Здравствуйте, друзья! Мы не будем оригинальными и распакуем сегодня робот-пылесос Xiaomi, который я приобрел в магазине Беру. Подарок себе на Новый год. Слышал, что штука классная, в принципе, должна пригодиться в хозяйстве. И попробуем же узнать, что там в коробке и вообще, как это выглядит. Пойду за коробкой. Вот же она, коробка. Подкрутим кадр. Так. Короче, сейчас меня видно уже не будет, но распаковку вы увидите. Итак, открывается-то. Буду разрезать все возможные разрезательные вещи. Вообще говоря, робот-пылесос, всегда я считал, что это игрушка какая-то. Но некоторые отзывы в интернете и статьи уважаемых мной блогеров позволяют все-таки думать, что эта вещь неплохая. Здесь есть ручка. Оп! Родной, давай же. О! Вот положили переходничок. Сердобольные наши отечественные, российские продавцы из магазина Беру. Да не будет это рекламой сочтено. Магазин Беру пока еще далек от совершенства. Так. Вскрываем, как обычно. Открывайся. Открывается. О, теперь должно быть виднее. О, что это нарисовано? Вот он. Есть что-то типа документации. Все на китайском языке. Правда, тут есть картинки какие-то. Но английского языка нет. Соответственно, будем ориентироваться по YouTube или по статьям других тех, кто подключал. Достанем же сам пылесос. О! Колечко. Может быть, нужно смотреть, типа, как его распаковывать. Ну, посмотрим. Тут есть какие-то, конечно. Наверное, нужно скачать инструкцию на английском хотя бы языке. Английский-то мы изучаем не зря. Давайте. Ох ты, с красненьким каким-то тут штучками. Так, достали. Есть еще какая-то коробка. Видимо, коробку большую уже можно брать. Оп. И все остальное. Так. Так. О, кабель питания. Расчесочка какая-то. Наверное, для того, чтобы что-то чистить. Запаковано все что-то, кстати, супер просто. На кабель мы сразу наденем переходничок. Поскольку у нас же, естественно, здесь Россия, ближе к Европе, чем к Китаю. Хотя, это, конечно, спорный момент. Вот это было ближе. Достаем. Это, видимо, база. О, я догадался. Я же умный, я догадываюсь. Все, больше ничего нет. Отлично, кстати, обратно все складывается. Итак, что у нас есть? У нас есть, видимо, эта база, куда он должен приезжать сам. У нас есть пылесос типа Xiaomi. Какой-то там вакуум что-то. Клинер. Иди сюда, родной. На колесиках. Я в том ролике видел, как кошка катается на этом пылесосе. Вот классно. Или кот это был. Коте, в общем. Тут рулевое колесо, два больших колеса. Вот контакты, видимо, к которому он подъезжает. Чик.
и заряжается. Так, ну, до следующего включения, потому что нам нужно все это дело собрать и подключить, и попытаться понять по инструкции, как это работает. Увидимся. Мы сейчас посмотрим на базовое устройство. Оно вот выглядит вот так, двумя контактами. И сзади у него тут прилеплена бумажка, на которой что-то нарисовано. Типа что оно вот открывает заднюю крышку, и сзади у него кабель питания должен лежать. И тут какие-то расстояния. Здесь крышечка снимается. Ну и сзади, похоже, есть вот подключение для кабеля электрического и укладка для него. То есть все как написано было в этой самой инструкции, которая прилагалась. Вот я решил узнать, что же в инструкции написано. В инструкции нарисовано то, что нужно открыть крышечку и что-то такое сделать. Тут даже оранжевые какие-то есть метки. О, откроем крышечку. Вот эта оранжевая метка, наверное, ее надо удалить. Тут есть вот другая инструкция, в которой сказано, что нужно, видимо, что-то вытащить. Так, вытащить. Открыть по оранжевым. Нажать куда-то. Нажать и открыть. А, вот, открывается. И вытряхивается. Вот, надо потянуть просто. Соответственно, фильтр, видимо, тоже выталкивается куда-то туда. Ну, фильтр, ладно, трогать не будем пока. The filter cannot be rinsed. Нельзя мочить, короче, да? Нельзя. Засунули обратно. Понятно, вытряхивать над ведром. Тут показано, что где фильтр какой. Дальше док-станцию установили. Кабель заделал я уже, вот видно. Там он у розеточки. Подключили, видимо. Ну, крышку, видимо, надо закрыть. Закрыли. Так, убрали лишнее. Что теперь надо сделать? Это, видимо, вот QR-код, это для приложения. Ну, судя по всему, скорее всего, его надо сначала зарядить. Для этого надо его подкатить к зарядке. Тут вот указано, какое расстояние, полметра, метр. Это мы все вроде обеспечили. Соответственно, установили. Тут дальше про то, как прочищать, про то, как смазывать. Вот. Я думаю, что это мехом приложение какое-то установить, да? И тогда уже дальше. О. Вот мы его приконнектили коннектором. И тут загорелась питательная, как бы сказать, кнопка. Надеюсь, это видно. О, он заиграл музыку. Слышно, как заиграл? Заговорил по-китайски. Не просто так. Нихао почему-то не сказал. Сказал бы уж нихао-то. Ладно. Тут, видимо, есть краткая инструкция. Вот это вот краткая инструкция. В ней написано: первый шаг питания, второй поставить базу, подсоединить к базе, потом, видимо, скачать приложение, открыть, вытащить ненужные детали, что мы сделали. Ну и дальше, типа, провода нежелательны для него. Ну что же, провода сейчас уберем. У меня, конечно, проводов много, но туда он не поедет. Вот тут написано: провода и лестницы не жать. Но у нас лестниц нет, у нас провода только. Хорошо. Убираем провода. Вот у меня есть тут кабель такой, шнур, который я использую для настройки ноутбуков. Сейчас я его уберу. Но совершенно случайно обнаружилось, что в комплекте к роботу внутри коробки лежала распечатанная русскоязычная инструкция с руководством пользователя.
И несмотря на то, что я китайского не знаю, но в принципе я уже сообразил, как его подключить. Вот уже прошло обновление прошивки, точнее заканчивается. Вот он стоит подключенный. И мы теперь ждем, когда она обновится. Ну, собственно говоря, хорошо, что ребята из Беру.ру положили русскую инструкцию. И мы, соответственно, уже не потеряемся. Ты кто такой? Нихао. Хаума. Хо-хо. Вот он говорит со мной по-китайски, трудно понять, что ему надо. Но, судя по всему, он перестал моргать, и он подключился. Посмотрим, что дальше. О, да, брат. Слушай, работает! Ура! Это уже что-то. Пошел здесь столик. Извини, брат. А столик, мимо столика ты проедешь? Ну-ка. Какой молодец. Какой молодец. Мне прям нравится. Это настоящий робот. Он сейчас будет себе строить территорию. Да, ему, конечно, сложно придется, у меня тут столько всего стоит. Но что делать? Моя квартира такая. Вот, конфетти он уже собрал. Молодца. О, нет, да, туда лучше не залезай. Это Питер, да. Это стулья. Их, конечно, можно подвинуть. Я, похоже, выключил видео тут на какое-то время. Случайно. В любом случае он продолжает. Мой китайский брат. Мой маленький белый китайский брат. Маленький китайский брат, ты там не заблудись. Какой молодец. Что там? Там нет кабелей? Нет кабелей. Возвращается на зарядную станцию. Посмотрим же, что он насобирал. Открываем крышку. Ух ты, ешь твою 20. Вот это видно тут? Плохо видно. Да. Возьмем картридж. Пойдем его вытряхивать. Вот что он насобирал там. Ну как, серьезно все. Пойдем вытряхивать.